Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Хочу поизвиняться сразу перед своими подписчиками за некоторое отсутствие на канале по объективным причинам. Сегодня я хочу рассказать о своем приобретении. Значит, я приобрел маточек из Германии, 3 маточки от известного немецкого селекционера Сергея Рауша. Значит, 2 маточки свободного спаривания и 1 маточка, которая спаривалась на острове Лангеок. Значит, пришли они вот в таких клеточках. Это номера, которые меточки находятся на матках. Ну, подсаживал я их через вот такой металлический колпачок на лупящийся расплод. Сформировал отводки по 4 рамочки лупящегося расплода и значит, под колпачок. Приняли маток достаточно хорошо, потому что у меня в принципе карника. Вот. Ну, она единственное, что уже такая облеталась на местном трутне, поэтому я решил чуть-чуть освежить свою карнику, влить новую кровь. Значит, что я хочу более конкретно рассказать. Две маточки, вот это и вот это карника Пешец, и 1 маточка карника Тройзик 1075. Ну, эти маточки свободного спаривания здесь внизу перечеркнуто, видно. То есть трутни здесь были разные. Разные трутни, разных линий, которые спаривались с этими маточками. И сведения, естественно, о них нету. Но для меня это хорошо. Разнообразие трутней, то есть разнообразие не будет инбридинга. И вот 1 маточка. Здесь сведения о спаривании есть. Сведения о трутнях. Значит, я на примере вот этой маточки расскажу, как читать паспорт. Какие здесь сведения можно почерпнуть из этого паспорта для себя, для интереса. Значит, верхняя часть — это сведения по материнской линии этой маточки, а нижняя часть — это сведения об отцовской линии, значит, для этой маточки. Ну и так читаем. Значит, город Ганновер, 2018 год, значит, это рождение этой маточки. Здесь стоит код 6115. Значит, 6115, вот это 6, это номер земельного общества, общества пчеловодов. 115 это код селекционера Сергея Рауша. Значит, ну, тут как бы все. Это знак РУТ, первое поколение, 14.06 это, значит, ну, время рождения маточки, ну, номер у нее 77, и вот стоит основной код. Основной код. Карника Пешец и подпись селекционера. Значит, как читается вот этот код? 17.2.924.17. Значит, этой маточки я в системе селекции Бибрид я не нашел. Вот, но нашел вот такие данные в интернете об этой маточке, сведения. 17.2, вот она, 924, значит, Пешец. Вот есть 37,5%, стоит такой VSH. Матка 17 года вывода, ну, 2017. Данные отсутствуют в системе Бибрид. Однозначно вароустойчивая линия с процентом варочувствительности, значит, 37,5%. Варотолерантность. Ну, тут написано, за более подробной информацией обращаться к Сергею Раушу. Значит, я все-таки посмотрел в системе селекции Бибрид
И вот что я, значит, для себя какие сделал выводы. Вот я нашел другую, значит, другую маточку. 17.2, 171, 2015. По этой матке, значит, что можно посмотреть? Первые значения кода тут одинаковые. Значит, что получается? 17 код земельного общества, общества пчеловодов. 2 это код селекционера, и селекционером является Фридрих Карл Тислер. Вот его код 17.2, DE 17.2. Дальше 171, ну это другая маточка, это код в регистрационной книге. Здесь 924 код в регистрационной книге, ну и 17 17 года. То есть мама вот этой маточки принадлежала или принадлежит Фридриху Карлу Тислеру. Он, матковод, выводил эту маточку, которая потом дала потомство. И вот эта уже маточка принадлежит Сергею Раушу, 6115. Вот. Я так понимаю, что он ее спаривал уже на, вот сейчас посмотрим свидетельство о спаривании. Значит, свидетельство о спаривании. Вот эта нижняя часть, значит, это сведения о трутнях. 14 это номер места на острове, остров Лангеок. На острове Лангеок проходило спаривание. Трутни получали вот от этой маточки 6,42, 19, 15К. Значит, что можно сказать по этой матке? Эта маточка есть в системе селекции Бибрид. Вот я ее нашел. Вот она. DE 642 19 2015. Значит, то же самое. 6 номер земельного общества пчеловодов. 42 это код селекционера. Хорст Дитер Феллинг. Значит, эта маточка принадлежит ему. Ну и 2015 года, 19 это номер в регистрационной книге. Ну тут как бы, ну вот земельное общество, вот оно название земельного общества. Тут тачок вот с группой аналогов, ну какие-то еще там данные. Для нас что интересно? Вот процентные показатели ХПП, хозяйственно полезных принципов, вот именно вот этой маточки, от которой брали трутней для спаривания уже вот с этой моей маточкой. Ну и тут вот интересные вот такие показатели. Количество собранного меда 116, то есть выше среднего на 16%. Миролюбие выше на 31%, усидчивость на сотах выше на 31%. Склонность к роению, вернее, тут немного наоборот, это не склонность к роению, то есть выше на 16%. Вароа-индекс, то есть это вароатолерантность, устойчивость к клещу вароа выше на 18%. И общая оценка хозяйственно полезных принципов 131, то есть 31% выше от среднего. Выше от среднего, от 100%. Ну, известковый расплод здесь стоит просто 100%, то есть, ну, тут не велась селекция по этой. Дальше, какие тут еще интересные цифры? Вот достоверность племенной ценности. Тут стоят вот такие цифры. Значит, что это обозначает? Наивысшая достоверность племенной ценности может быть единица. Но единица никогда не будет в природе. То есть будет стремиться к единице. Почему не будет единица и что это обозначает? Это обозначает, как передаются вот эти теперь признаки в следующих поколениях. То есть количество собранного меда передается с достоверностью 0,43. Это достаточно высокий показатель. Миролюбие большая достоверность 0,62.
то есть лучше передается этот признак. Усидчивость на сотах тоже 0,62, хорошо передается этот признак. Склонность к роению уже немножко хуже, 0,39. Вароатолерантность, устойчивость к клещу вароа 0,33, значит, ну, немножко хуже. Известковый расплод тут 0,28. То есть вот такие показатели. И теперь еще один тут показатель. Анализ в процентах. Тут везде стоят по 15% и здесь 40%. Что это обозначает? Значит, все, если сложить вместе, будет 100%. Так вот, вот эти показатели, вот этот показатель обозначает, насколько система сама запрограммирована на то, чтобы уделять внимание при выборе маток значит, для спаривания и для дальнейшей, при выборе маток для дальнейшей селекции, насколько тот или иной признак считается главным или преимущество отдается. Так вот, ну, я не скажу в каком году, но вот селекционеры, пчеловоды приняли за то, чтобы выводить, селекционировать пчел, больше упор делать на вароатолерантность, устойчивость к клещу вароа. И вот выделили 40%, остальные по 15%. Это заложено в программу селекции Бибрид, и сама программа по этим процентам выбирает, значит, для дальнейшей селекции. Ну вот как бы так вкратце все. Дальше пройдем на пасеку и посмотрим, как чувствует себя вот эта маточка. Я ее 2 недели уже не смотрел. Через неделю я ее смотрел после подсадки. Попыток смены ее не было, но я по объективным причинам действительно не находился на пасеке и ну, как бы не мог контролировать. Поэтому я очень надеюсь, что там все нормально. Итак, в этом улье у нас карника пешец. Значит, я разделял на 2 половинки. Здесь была у меня семья. С этой семьи я делал в эту половинку отводок и сюда подсаживал маточку. Когда ее приняли, закрытый расплод я постоянно переставлял сюда, подсиливал. И через какое-то время здесь маточку убрал и эти 2 семьи объединил уже на новую вот эту маточку. Здесь я закрыл, потому что только вчера я объединил, и чтобы они не искали этот литочек, поэтому я перекрыл шифером, они сразу уже летят туда. Вот в этом улье у меня еще стоит перегородка. Вот здесь подсаженная маточка карника Тройзек 1075, а здесь еще из той семьи, которая у меня была. Тут я маточку убрал, они вывели себе другую, она еще не облетелась, еще, ну, я не видел там еще засева. И скоро я буду тоже объединять эти 2 семьи. А здесь у меня вот эта маточка, о которой я рассказывал. Это карника пешец, значит, которая спаривалась на острове Лангевок. И затем я ее буду, значит, подсаживать, пересаживать в этот улей во вторую половину и точно так же объединять вот с этой семейкой. Отсюда я делал отводок на 4 рамочки, значит, когда подсаживал маточку. Ну и сейчас мы посмотрим, как тут идут дела, в каком состоянии. Я надеюсь, что все будет нормально, но как бы может быть все что угодно. Тут они наскладывали мертвых пчел, почему-то не выносили, а решили сюда их сложить. Так, сейчас уже безвзяточный период, поэтому это надо все делать быстро, аккуратно. Ну не знаю, как у нас получится теперь. Вот тут я 2 недели не смотрел, конечно, они и медом занесли, все позастроили. Сложно будет тут маточку найти. Ну попробуем. Она маточка. Вот она наша маточка. Видно так? Номер 77. Видно хорошо?
Ну все, ставим на место. Слава богу, я очень переживал, чтобы они ее не сменили. Ну, слава богу, маточка есть. Теперь закрываем. Конечно, это не очень хорошо, просто смотреть, есть она или нет. Это как бы не есть хорошо лишний раз открывать, но как бы убедиться в том, что маточка жива-здорова, тоже необходимо. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока!